Всем привет! В эфире Panzer-Apostel, и сегодня я вам покажу порции интересных, занятных и необычных боевых и не только машин. Так что будет интересно, поехали. Что делать, если в городе беспорядки, на дорогах пробки? Причем из вполне добропорядочных граждан машины, коих давить бульдозерами как-то не очень. И могучие водометы вместе с броневиками СВАТа безнадежно застряли. Похоже, каким-то подобным вопросом задались японские создатели этого спецавтомобиля. Обе эти проблемы им известны отнюдь не понаслышке. Поэтому на городской микроавтомобиль Smart Fortwo Cabrio, выполненный в вандалоустойчивом исполнении, и вроде бы лобовое стекло тут бронированное, была вооружена турель с двумя шестизарядными барабанными гранатометами калибра 40 мм. Скорее всего, это юаровский Милкор. Снаряжается барабан помимо боевых выстрелов осколочно-фугасного действия, которые не очень нужны полиции, может и гранатами со следоточивым газом, дымами, светошумовыми гранатами и травматическими боеприпасами различного типа. А жесткая установка с хорошим дальномером и баллистическим вычислителем позволяет укладывать гранаты с нечеловеческой буквально меткостью. Машинка замечена на выставке полицейских спецсредств. Наличие на вооружении полиции неизвестно. Возможно, просто перспективный прототип. Двигаемся далее. Пока Джордж Лукас делал игрушечные звездолетики и снимал свою ставшую легендарной сагу о джедаях, земные сверхдержавы вполне серьезно готовились к первому акту настоящих космических сражений. В частности, велись работы по созданию лазерного оружия. Ведь космический вакуум подходит для этого куда лучше, чем земная атмосфера. Да и отсутствие крайне нежелательной безопорной среды отдач выглядит весьма привлекательно. Самое же в данном случае интересно то, что в ходе создания космического оружия были созданы и наземные лазерные боевые системы. На полигоне к 1979 году была создана испытательная база для проведения заводских испытаний опытного образца изделия 1К11. Планировалось создать космический аппарат тяжелого класса 17F-19S Скиф-Стилет, рассчитанный на запуск на ракетоносители «Энергия». На этом аппарате собирались установить бортовой специальный комплекс 1К11 «Стилет», разработанный в НПО «Астрофизика». «Стилет» для 17F-19S представлял собой вариант земного «Стилета», уже созданного и проходящего в 80-х годах испытания. Это была 10-ствольная, можно так сказать, установка инфракрасных лазеров, работающих на длине волны около 1 нанометра. Однако наземный «Стилет» не предназначался для разрушения или уничтожения техники противника. Этого просто не позволяла атмосфера и энергетика. Лазеры предназначались прежде всего для вывода из строя прицелов и датчиков оптических устройств. На Земле применение «Стилета» было малоэффективным. В космосе же за счет вакуума радиус его значительно увеличивался. «Стилет» космический вполне можно было применять как противоспутниковое оружие. Ведь выход из строя оптических датчиков космического аппарата противника был равносилен гибели спутника. Для повышения эффективности действия «Стилета» в космосе был разработан специальный телескоп. В сентябре 1986 года электрический действующий макет «Стилета» был изготовлен в НПО «Астрофизика» и поставлен в КБ «Салют» для испытаний. В августе 1987 года был изготовлен стендовый прототип кожуха-телескопа. Шасси, как вы тут видите, это Саум-100. Башня тоже родная. Даже крупнокалиберный пулемет на месте. А вот вместо пушки нечто совсем нетипичное. А это лимузин для ядерной войны, ВТС «Ладога», проверенный Чернобылем и даже зоной СВО. Задание на разработку такой машины конструкторское бюро КБ-3 Кировского завода в Ленинграде получило от правительства в конце 70-х годов. Новое транспортное средство должно было обладать хорошей маневренностью, высокой защищенностью и способностью длительное время работать в автономном режиме, обеспечивая надежную защиту команды от радиационного, химического и бактериологического воздействий. Передвижение людей в такой машине должно быть быстрым и комфортным, даже в условиях сложного рельефа местности и сильной заснеженности. Жесткие требования предъявлялись к средствам связи, как внутренним, так и внешним. Выпуск изделия предполагалось осуществлять в сжатые сроки, максимально унифицировав машину с другими ранее выпускаемыми образцами техники. Работа была поручена заместителю генерального конструктора Миронову. На заводе появилось отдельное подразделение – специальное конструкторское бюро КБ-А, которое в 1982 году приступило к активной деятельности. В качестве базы было выбрано хорошо отработанное гусеничное шасси танка Т-80. На нем смонтировали броневой корпус, в котором разместили салон с комфортабельными креслами и индивидуальным освещением, система кондиционирования и жизнеобеспечения, радиосвязь, приборы наблюдения и измерения различных параметров внешней среды. Аналог подобной системы автономного жизнеобеспечения применялся в космонавтике, позволяя создавать нормальные условия работы в полностью герметизированном объеме салона. В
качестве силовой установки использовали газотурбинный двигатель GTD-1250, который обладает уникальным свойством стряхивать накопившуюся пыль и выбрасывать ее наружу, что очень важно при работе в условиях радиоактивного заражения. Необходимо отметить, что конструкция машины позволяет быстро и эффективно проводить ее дезактивацию. Чернобыльская катастрофа показала, что системы смазки и охлаждения поршневых двигателей, а также воздухоочистители с барьерным фильтром являются источниками интенсивного излучения, накапливая радиоактивную пыль. В газотурбинной же силовой установке, о чем свидетельствует опыт «Ладоги», этот недостаток отсутствует. Созданная 30 лет назад «Ладога» по-прежнему не имеет аналогов в мире по продолжительности эксплуатации в условиях повышенной радиационной опасности. И, кстати, совсем недавно такие машины были замечены в зоне специальной военной операции, видимо, перевозила каких-то очень важных персонажей непосредственно к линии боевого соприкосновения. А вот этот забытый образец оружия очень бы пригодился бы, особенно в сегодняшних условиях в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Перед вами микроволновая пушка «Ранец-Е». На выставке Лима-2001 в Малайзии, собственно, которая проходила в 2001 году, Россия продемонстрировала действующий образец боевого ИМИ-генератора «Ранец-Е». Этот комплекс был создан как средство обороны мобильных радиоэлектронных систем от высокоточного оружия. Новая система состоит из антенны, высокомощного генератора, подсистемы управления, измерительной установки и источника электропитания. Ранец-Е может быть изготовлен в стационарном и мобильных вариантах. Масса, собственно, боевых средств около 5 тонн. Мощность его излучения в импульсе длительностью от 10 до 20 наносекунд в сантиметровом диапазоне волн превышает 500 мегаватт. Такие параметры, по утверждению Рособоронэкспорта, позволяют поражать системы наведения и электронное оборудование высокоточных боеприпасов и управляемых ракет на расстоянии до 10 км в 60-градусном секторе. Интересно, что в 2001 году о беспилотных летательных аппаратах особо никто и не думал. Стреляющий импульсами через антенну в 50 дБ орудие может полностью вывести из строя электронику летательного аппарата на расстоянии в 12-14 км. А серьезные сбои навигационных систем, ставящие под угрозу выполнение боевого задания, будут наблюдаться и на расстоянии аж в 40 километров. Существует и другая антенна в 45 дБ, которая обеспечивает заметно меньшую дальность поражения, но гораздо больше ширины пучком, что полезно при борьбе с высокоскоростными малогабаритными целями, точное наведение на которое затруднено или невозможно, типа корректируемых снарядов или малогабаритных БПЛА. Суть идеи в создании на поверхности цели напряжения, превышающего киловольт на метр, что вызывает пробои, выводящие из строя электронику аппарата. Система работает в комплекте с стандартными средствами обнаружения и управления сил ПВО, радиолокационными станциями и командными центрами. Стоит отметить, что система особенно хороша для мирного времени, поскольку после уничтожения цели с неба не падают пролетевшие мимо цели осколки ракет и снарядов, которые в случае с небольшим БПЛА может быть даже больше по массе, чем масса самого сбитого аппарата. Перед вами предшественник Т-34-85. Многие думают, что устанавливать более мощные, чем 76 мм пушки на вооружение танков в СССР начали думать только после начала Великой Отечественной. На самом деле, в предвоенные годы велась серьезная работа по созданию мощных танковых орудий. И не только теоретическая работа, как видно по этому фото. Для тяжелых танков планировалось применение калибр 85 и 95 мм, которые обкатывались на безотказном Т-28. В частности, на этой фотографии изображен вариант Т-28 с пушкой калибра 85 мм, проходивший испытания весной 1941 года на полигоне под Владимиром. Пушка создана на основе баллистики 85 мм зенитного орудия, и корни пушки ТТ-4-85 уходят именно в эту разработку. Так что самый знаменитый танк в мире появился не просто так. Кроме того, на Т-28 проходило испытание и 95 мм орудие F-39, но до стрельбы дело не дошло, началась война. Однако обратите внимание, что погон башни Т-28 был даже больше, чем у Т-34 образца 1941 года. Башня была с самого начала трехместной. Задел по модернизации, заменой подвески, отказом от пулеметных башенок и так далее был еще очень большим. И если бы не арест Цейса, бывшего главным конструктором по теме Т-28, то не исключено, что Берлин бы брали в 1943 году танки Т-28У с 85 мм пушками, учитывая их вдвое меньшую цену и трудоемкость, да и с учетом несравнимой большей технологичной надежностью по сравнению с ранними Т-34. И если бы вместо 1500 сырых Т-34 немцев встретили бы 3000 Т-28У с 80 мм пушками, с 60 мм броней и торсионной подвеской, то не факт бы, что они бы доехали бы хотя бы до Минска. Очень
тему к первому сюжету про вооруженный СМАРТ подходит вот эта фотография из Веймарской республики. Вот такую инвалидку с пулеметом МГ-13 приняли на вооружение в Германии в 1920 году. Это, разумеется, совсем не броневик, но в разоренной войной Германии ни на что другое больше денег просто не было. Да и версальские ограничения, опять-таки, к броневикам относились очень строго. Однако немецкие военные, несмотря на поражение, умели мыслить перспективно. Не зря они все 20-е и начало 30-х годов, не покладая рук, работали над сохранением кадров и подготовкой специалистов в совершенно новой области военной науки – бронетанковых силах. В том числе и путем создания вот таких вот микролитражек для разведки. Кстати, скорее всего, мотоциклы с коляской и пулеметом очень хорошо известны нам по кадру военной хроники, прямые потомки именно этих машин. «Катюша» с немецко-французской историей. Как известно, немцы в 1940 году захватили огромное количество французских танков. Технически довольно совершенных, толстобронных, но абсолютно не вписывающихся в разработанные немецкими специалистами тактические и оперативные схемы. Медлительные, слепые, с перегруженными до предела башнером, с небольшими пушечками, способны напугать только не успевшую окопаться пехоту. В общем, ситуация довольно дурацкая. И выбросить жалко, и применять непонятно как. Однако немцы не были бы немцами, если бы не придумали выход. В 1941 году на некоторое количество трофейных французских танков Гочкис и Рено было установлено по 4 пусковых короба системы СВГ-40 или СВГ-41, в которых могли размещаться как 280 мм фугасные весом 82 кг и почти 45 кг взрывчатки, эффективная зона поражения осколками которых достигала до 800 метров. При прямом попадании боеприпасов в кирпичное здание оно полностью разрушалось. Так и 320 мм зажигательные, где 50 кг было зажигательной смеси, то бишь сырая нефть. При ведении огня по сухому лугу или лесу разрыв мины вызывал пожар площадью до 200 квадратных метров с высотой пламени до 2-3 метров. Разрыв снаряда мины массой 1 кг создавал дополнительное осколочное действие. Дальность спуска была очень невелика. Максимальная дальность полета этих монстров с трудом дотягивала до 2 километров. Но поражающее воздействие на цель было просто грандиозным. Самоходки такого типа немцы по воздействию на противника сравнивали со знаменитыми Ю-87, называя их «штука-зуфус» – пикировщик на колесах. Тем более, что завывали они при запуске снарядов совершенно безумно, вызывая ассоциации с сиренами, которые ставили для пущего устрашения на пикировщике. Однако, как и все эрзац-решения, эти установки имели кучу недостатков. Основными были уязвимость самих ракет. На предполагаемой дистанции применения шальной осколок, попавший в фугасный заряд весом в полцентнера, запросто мог привести к распылению носителя. Ну и сложность наведения по дальности, разумеется. Нет, в принципе, у машины перед носом торчала такая мушка, наложив которую на цели можно было надеяться, что снаряды прилетят куда-то, куда надо. Но это на идеальной плоскости. Но даже небольшие неровности грунта, изменяющие положение машины, вносили свои неожиданные и непредсказуемые поправки прицеливания. Так что приходилось попотеть. А вот это тоже немецкий образец и интересный пример того, как высокотехнологичную по тем временам машину пытались превратить в совершенно обыкновенную для того времени самоходку. В годы Второй мировой войны в Германии была принята в производство дистанционно управляемая гусеничная машина Borgward B4, предназначенная для доставки взрывчатки и тролления минных полей своим телом. Машина была неплохая, и терять ее при каждом применении было, скажем так, просто жалко. Тем более, что такая сухопутная торпеда была вполне себе человеческих габаритов, не то что крохотный Голиаф. Так вот, примерно в 1943 году, опираясь на предвоенные наработки, когда для нее предназначалась не столь самоубийственная роли транспортера боеприпасов и легкой САУ, машину попытались пристроить и к не столь разорительному для казны применению. В кормовой части было выделено боевое отделение, на котором надстроили небольшую бронерубку для 105 мм легкой безоткатной гаубицы. Но, видимо, даже такая простая арт-система оказалась слишком тяжелой для шасси телетанкетки, поэтому дальше деревянного макета дело не пошло. Но это в тихом мирном тылу еще спокойного для Германии 1943 года забраковали идею. А вот через год-полтора спустя вроде бы как имеются фотографии, на которых запечатлены уничтоженные самоходные установки, созданные как раз на шасси той самой телетанкетки, только с обычной, не безоткатной арт-частью. И, разумеется, при этом и компоновка совсем другая, менее способная к опрокидыванию.